Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, с вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре супертяж из бонового магазина, который можно прямо сейчас приобрести за 8000 бон. Немецкий супер тяжелый танк. Как он там? Маур Брешер. Вот. Я его только купил, еще ни одного боя не скатал. Сейчас вместе с вами поедем смотреть его, да, 8-го левела. Вот, ну, начнем наш обзор, наверное, с бронирования. Пойдемте поглядим, что за броня у этого супертяжа. Go! Итак, вот collision модель нашего супертяжа. Давайте изучать. Начнем, естественно, с корпуса, с НЛД. 130 миллиметров, приведенки 188, 183. И это говорит в принципе о том, что достаточно крепкая НЛД, безусловно. Да, если им еще рамбануть, вот уже 200, 215. Под прямым углом, понятно, вас будут пробивать большинство восьмерок. Ну, потому что будут пробития броня менее 190 миллиметров. Но стоит чуть-чуть рамбануть, и уже такие танки, как ИС-6, Chrysler GFK, Шкода Т-56 на обычных снарядах вас уже не шьет. Что касаемо ВЛД, здесь у нас плита 180, в перейденке снизу 266, сверху 280, по краям 286, надгусеничные полки тут. Стрелять тут уже бессмысленно и некуда, тут 400, да. Но есть вот такая интересная штучка, пулеметное гнездо, 166 приведенки. Зачем стрелять в НЛД, когда можно в ЛД в это гнездо закидывать? Это первое. Что касаемо башни, у нас основная бронеплита закругленная, соответственно, наименьшая броня будет в этих местах в щеках 230. 230. Сюда уже расходится 238 и к низу до 260. Здесь аналогично до 250. Есть внизу, можно сказать, планочка ослабленная, да, 270. Но она не ослабленная. Ну и под башней 266 тут тоже все хорошо. Ладно, хорошо. Маска орудия тоже закругленная. Это говорит о том, что в этих местах вот самая слабая броня 230, здесь расходится уже 250, вверху 500. Ага, верхняя планка смотрим, как у Е100, нет, зашито 250, 260 в приведенке. Ну и, конечно, вишенка на большом этом куске пирога, это его лючок в 150 приведенке. И заметим, что этот лючок, он, наверное, шестая часть всей башни, и попасть туда, я думаю, ни для кого не будет никаким затруднением. Боковое бронирование 130. Хорошо. Танковать, безусловно, он может. Пипец как. Под прямым углом. Будут его пробивать, безусловно. Это вам не Маус 10 там уровня, да. Но при танковании, да, жесткая броня. Щека то же самое. При танковании 380. Здесь 500. Короче, не пробить. Все, броня есть. 3 слабых зоны. НЛД, пулеметное гнездо. И, конечно, пирог на голове. Погнали вон. С броней выяснили. Если напротив видите этот танк, стреляйте ему в пулеметное гнездо, в пирог на голове, либо в НЛД, он под прямым углом на вас смотрит. Что касаемо орудия, давайте глянем. У нас здесь пушечка KVK L50A 440 альфа, как для 8 уровня дофига альфы, да, пробитие на основном 220, на голде 260, очень хорошее пробитие, но пушка заряжается долго, 15 секунд на стоке. Вот, 1760 общий ДПМ, время сведения пипец какое долгое, 2,7, 0,4 разброс. Все, выяснили. Давайте смотреть полевую модернизацию. Я еще не катал на этом танке, но вместе с вами предвижу, что нужно качать во втором блоке вездеходную ходовую. Здесь нужно качать притирку шестеренное наведение. Очень долгое у нас сведение, можем понизить до 2,3. Ну и звукоизоляцию в пятом блоке. Вот, в пятом блоке. Касаемо оборудования. Я пока поставил для первой катки, что называется, дефолтное оборудование. Поставил, закалку, она нам важна, мы супертяж. Досел нам тоже важен. Да? Независимо от того,
какая стабилизация на пушке и все такое. И турбину, ну потому что мы медленный. Без турбача я вообще этот танчик не вижу. Безусловно, здесь не хватает нам УМП, можно его сюда ставить. Здесь нам не хватает стаба для такого дрына, скорее всего. Вот. Ну и, конечно, было бы здорово поставить усиленные приводы, но у нас столько слотов просто нет. Вот. По снарядам. Основной у нас ББХ летит 810, не ах как быстро. Голда, подкол летит 1013, это уже нормально. По снаряжению, ремка, аптечка, огнетушитель автоматический я поставил, допаек. У нас огромный экипаж, 6 членов экипажа. Таблицу с перком вы сейчас видите перед собой. Вот. По УВН у нас более-менее все, минус 8. Кстати, пушка у нас уже заряжается вот с таким экипажем и с таким оборудованием 1.78, вполне себе. Точность у нас 0.36, да. Время сведения 2.42. По ХП, безусловно, это мастодонт на 8 уровне, 1810. Нормально. По мобильности с турбиной 24 вперед, 17 назад, чуть больше 10 лошадей удельная мощность, вот, очень медленный. По обзору 445 метров. Обзор здесь более чем у кого из тяжей на 8 уровне. В принципе, 445 метров. Вот. По плюсам минусу. Минус, он огромный. В него легко попадать. Это, безусловно, минус. По подвижности он тоже очень медленный. Тоже минус. По пушке, по орудию. Долгое сведение. Все. Нет. Скорость полета снарядов нормальная, да, альфа хорошая, УВН есть, но долгое сведение пушки все равно, вот, и я думаю, стаб пушки тоже будет не самый лучший, поэтому плюс-минус, в принципе, да, по обзору плюс, ну, незаметно здесь не роляет. Предлагаю уже отправляться на Мауэр Брехере в бой, поехали, посмотрим, что он из себя представляет. Go! Ждем. Засосало. Господи, первый бой. Первый бой на этом танке. Мы попадаем, господа, мы попадаем на Прохоровку. Первый бой на этом супертяже на Прохоровке. Где же мы будем отыгрывать? Нам единственное, что повезло в чем. Во-первых, это одноуровневый бой, восьмерки. Это первое. И второе, нету арты. Соответственно, мы можем себе позволить поехать на центр. Да, и играем мы без голды. Голду я не зарядил, просто банально забыл. Едем на обычных ББшках. Ну и нормально. Так, значит на центр. Да, со своим пирогом на голове. Будет весело. Хоть арты нету. ЛТшек H3. Офигеть. Враг обнаружен. Так. Чадо, ползем. Первый бой на Прохоровке, ну вообще. Жесть. Враги повсюду. Здрасте. Меня задели. Не попали. Не попали, да. Попали. У меня этих немного. Попали, да. ЛТшек надо убивать. Это да. Так. ЛТшка в ангар поехала, подсветили ее.
Главное, чтобы мне в борт слева не набрасывали особо. К ним пришло подкрепление. Так, мой засвет. Так, держим удар. Держим. Пока броня держит. Противник на 12 часов. Добром это не кончится. Так, вот, наполучал. Зря я так глубоко вышел. Хотел его дать, а он откатил, пес. Ладно, больше мы эту ошибку не будем совершать. Кстати, косарь насветили, да. Не, ну броня держит, что. Неудивительно, 3500 натанковали. Ха-ха-ха. 3500 натанковали, 900 насветили, 449 настреляли. Да. По одной ЛТшке везде погибло. 432 я у них подранил. Но, конечно, без арты здесь можно играть. Да. Боковым зрением за левым бортом. О. Не попал. 1100 насветили, да, вот. С настрелом у нас пока проблемы. И бой мы, скорее всего, подсольем. Первый бой на Прохоровке. Реально даже переигрывать не буду. Как есть, так и покажу. Первый бой купил танк и... О, 103-й пробил. Куда, интересно? В лючок попал. Вот, пожалуйста, выстрел в пирог. Да. Выстрел в пирог. Так, ЛТшка пошла вперед. Враг уже близко. Есть. Это мне нравится. Есть, ТС-очку засунули. Так, ну все. Все наши ЛТшки кончились, а на этой карте, по сути, у кого есть ЛТшки, те и выиграют. К сожалению, друзья, сумма у нас 2К. 970 настреляли, 1111 насветили. Наверное, еще что-то мы, может быть, даже стрельнем. Должны. Но я ее не вижу, ТС-ку. Газануть по ней не смогу. Это фейл. 3-5 счет. Пока воюем. Как вам на обзоре такой бой? Враги повсюду. Будет больше мишеней. Вот еще. Дали. Так, забрали. Но тут меня уже упарываются. Все, убили. Ладно, 2200 насветил, 1800 настрелял. То есть суммы сколько? Больше 4К. Ну, союзники оказались ложками. Да. Союзники оказались ложками. У них дофига танков на центр переехало. Это чистый проигрыш слив. И ничего тут не поделал. Что ж ты стоишь, хотя в кусты заедь.
Вот осел вообще. Боеприпасы Колебания. кончаются. Вот видите сами, как играет. Даже в кусты уже лень заехать. Просто стоит. Давай, защитник, тащи. Меня задели. Нет, тут уже все. ГГ. Еще и броня не пробита. Да. Не удивить. В засаде сидит. Враг уже Оп. близко. Все, отсиделся. Ладно, что можно сказать про этого Маушбрехера? Маурбрехер, как он там правильно? Ну, броня есть. На больших дистанциях в лючок вам, вероятно, попадать будут иногда. Как вот и мне Т-103 залепил. Но броня держит удар. То есть главное не сближаться, а на расстоянии играть. А если сближаясь, мансовать башни, прятать свое гнездо на башне. Вот, ну, обычно маусоподобный аппарат. Супертяж. Медленный, бронированный. Вот мы, кстати, на втором месте по настрелу в команде. Вот у нас с нулями все поотлетали. Красавцы. Да. Играли на ББ. За бой нафармили 95 тысяч серебра. Ну, такое. Чё? Стоит ли брать? Вы такой танк сможете выкачать в ангаре. Мауша. Аналог полный, по сути. Можете Мауса выкачать в конце концов. Но, в отличие от проходной техники, конечно, этот товарищ фармит. И правило золотое. Да, если хотите нафармить побольше серебра, садитесь на тяжелый танк. И реально больше получается. Соответственно, для фарма, конечно, его можно взять. Вот чисто фармить серебро. Иногда, если вообще любите маус-подобную технику, наверное, да. Но, как по мне, ну, не мой вариант. Я не очень люблю супертяжев из-за их медленности. А сейчас вообще, как бы, танки изменились. И очень много танков с хорошим бронепробитием. И вас голдой, камылями всем, конечно, будут шить даже и в щеки. А если вы в боях будете попадать против девяток и десяток, то вас будут называть бонус-код на этом танке. Вот мои мысли в целом о нем. Так что, ребята, пишите свои комментарии, купили вы такой танчик или нет, да, как он вам в целом. Прожимайте лайкосы, подписывайтесь на канал. А я говорю, до скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.